Ну что, дорогие друзья, великая и ужасная версия 2.3.0 наконец-то увидела свет после недельного переноса. Какой-то контент мы все-таки получили, но далеко не тот, который ожидали, и далеко не тот, который Konami обещали. Поэтому в этом видео много говорить не придется. Быстренько пробежимся по контенту и подведем итоги, скорее всего, последнего обновления eFootball в этом году. Устраивайтесь поудобнее, не забывайте поддерживать это видео своими лайками, подписывайтесь на канал, если находитесь здесь впервые. Ну а мы начинаем. Ну а перед началом этого ролика рекомендую подписаться на наши соцсети, а в частности группу ВКонтакте и Телеграм-канал. В группе ВКонтакте присутствуют все новости и слухи по eFootball. В Телеграм-канале также присутствуют новости, а также мой личный офф-топ по футбольным матчам, ну и время от времени мы встречаемся с игроками в лобби-матчах. Ссылки в описании. По традиции, когда мы говорим об обновлениях, сперва мы обсуждаем вес данного обновления. И в этот раз он составил 3,6 ГБ на PlayStation 5, около 40-45 ГБ на PlayStation 4, около 16 гигабайт на Xbox Series X и Series S и около 6 гигабайт, ну чуть поменьше, на ПК. Опять же какие-то заоблачные цифры, которые непонятно какой контент добавляют, и опять же не особо-то и исправляют оптимизацию. Ну ладно, я еще понимаю на ПК и PlayStation 5, но на PlayStation 4 очередные 45 гигабайт. Куда столько гигабайт? Для чего? Ведь по сути данное обновление привнесло небольшие изменения в геймплее, ну и добавило пару-тройку новых фейсов. На что ушли остальные 43-42 гигабайта, абсолютно непонятно. Ну и начнем мы этот обзор с наиболее интересного и заметного контента, который появился с обновлением, а именно я говорю про фейсы и игровой процесс. Наконец-то добавили фейсы игрокам, которые были без фейсов, и наконец-то исправили фейсы тем, кто этого давно ожидал. Я, например, говорю о Эдегаре. До сегодняшнего обновления Мартин Эдегар бегал с фейсом 2014 года, который у него появился еще в 15 части Pro Evolution Soccer. Ну а также добавили фейс для Хвича Кварасхелия. Наконец-таки. Спустя несколько месяцев после того, как Хвич начал разрывать итальянскую серию А, ему наконец-то добавили фейс. Теперь появился лишний повод прикупить его в свой состав. Однако я бы не торопился, ведь возможно, что ему еще повысит скиллы после зимнего апдейта, а поэтому всему свое время. И возможно самое главное изменение данного обновления — это опять же изменение игрового процесса. Многие игроки были недовольны геймплеем после последнего такого значимого обновления, и судя по всему Konami приняли это к сведению, а поэтому вновь что-то исправили, подкорректировали и, так сказать, отполировали. Опять же, все это они расписали на отдельной странице на своем сайте, где отдельно выделили дриблинг, пасы, основку мяча, защиту, фолы и искусственный интеллект. Со всем этим вы можете ознакомиться лично, но если вкратце, то опять же Konami пообещали, что вроде как исправили судейство, а именно оценку фолов. Теперь также игроки должны меньше терять равновесие при единоборстве, при верховой борьбе за мяч. Пасы вроде как должны быть более адекватными, то есть отмечается вот конкретно, что должна теперь выбираться более адекватная цель при передачах от игроков к игрокам. Также теперь, по словам Konami, защитники должны принимать более выгодную позицию при отношении соперника с мячом, то есть они теперь должны, правильнее двигаться по отношению к атакующему сопернику и так далее, и так далее, и так далее. На самом деле исправлений, более чем достаточно, если верить описанию, и все это мы, к сожалению, не сможем затронуть в рамках одного ролика. Если хотите отдельный ролик про геймплей, как он изменился после этого обновления, то ставьте лайк и отписывайте в комментариях. Что же касается онлайн-контента, то в принципе ничего сверхъестественного, просто последняя неделя контента, посвященного чемпионату мира. Появилась последняя команда недели, и в последний раз обновились ивенты, посвященные национальным сборным. Ну и конечно же, по традиции, с очередным обновлением в файлах игры были обнаружены новые изображения эпических игроков. Отчасти выглядит интересно, но давайте будем честны, большинство из этих футболистов и так присутствуют в eFootball, или ранее присутствовали в 21-й песке. Ну и, возможно, самый долгожданный вопрос всего ролика, если кто-то до сих пор не догадался, а что с кроссплатформенностью, с оффлайн режимами и со всем тем, что обещали Konami на конец декабря. Как это неудивительно, но ничего подобного и в помине не наблюдается. Сегодняшнее обновление было последней надеждой на то, что Konami сделают хоть какие-то шажки в этом направлении, однако их опять же не наблюдается. И учитывая, что следующая неделя она уже по сути не будет рабочей для Konami, они не будут обновлять игру, теперь все обещанное на конец этого года придется ожидать только в 2023 году, с новым сезоном, который стартует 12 января.
И на этом наш скромный обзор недавнейшего обновления в eFootball подходит к концу. Как и всегда, в комментариях я буду ждать ваше мнение по поводу всего нового и старого контента в игре. В целом, учитывая, что это последнее как таковое заметное обновление, мы можем подвести итоги сезона, насколько этот сезон выдался увлекательным для вас, ну и насколько он, так сказать, выдался продуктивным по части зарабатываемых наград и в целом ваших результатов матчей. Пишите в комментариях. Не забывайте также поддерживать это видео своими лайками, подписывайтесь на наши соцсети, ссылки на которые присутствуют в описании, ну и про этот канал тоже не забывайте. У меня же на этом все. Я всех благодарю за просмотр и желаю вам всего самого наилучшего. До скорых встреч.